Кунг-фу Панда – это один из самых лучших мультфильмов последних лет 20 как минимум. Каждый кусочек этой картины – это произведение искусства. Проработанный мир, идеи, юмор, персонажи, музыка и еще много чего. Все это сделало Кунг-фу Панду такой, какой мы знаем ее сейчас. Кроме того, огромную роль сыграла озвучка произведения как на английском, так и на русском. Английская озвучка, естественным образом, являлась определяющей для мультфильма. Американский каст – это одно звездное имя за другим. Анджелина Джоли, Дастин Хоффман, Джеки Чан и, конечно же, Джек Блэк, который буквально создал По. На самом деле, он это и есть По, один неотъемлем от другого. То, как он играет По, или правильнее сказать, как По играет Джека Блэка, это потрясающе. И для русских локализаторов это было невероятно сложной задачей, чтобы повторить тот перформанс, который продемонстрировали их коллеги из Запада. И что сказать, у них получилось. Они сделали космическую адаптацию Кунг-фу Панды на русском. Наш Михаил Галустян выступил просто умопомрачительно. По правде сказать, наши локализаторы создали свою отдельную Кунг-фу Панду. Это один из лучших примеров адаптации мультфильмов на наш великий и могучий, если, конечно, не вспоминать Мадагаскар. Я невероятно люблю русский дубляж этого мультфильма, я вырос на нем, он мне нравится даже больше, чем оригинал. Но не могу не признавать, что русский перевод испортил некоторые идеи, шутки и грандиозные концепции, которые оригинальные авторы внедрили в свое произведение. Философия и мудрость мастера Огвея была практически утеряна. И об этом, в частности, мы сегодня поговорим. И тем не менее, в русском дубляже присутствуют аспекты, которые, как мне кажется, даже превосходят оригинальную озвучку и задумку. Для создания этого ролика я пересмотрел буквально каждую секунду мультфильма на обоих языках максимально скрупулезно. Поэтому порой я буду придираться и рассказывать о мелочных деталях. Безусловно, я не являюсь профессиональным переводчиком, но все же что-то да знаю. В общем, все, обо всем вас предупредил, поехали. Как я и сказал, обе озвучки прекрасны. Каждая из них подчеркивает определенные аспекты картины в том или ином моменте. И это воистину уникально, ведь у наших локализаторов получилось заметить и исправить некоторые детали, на которые оригинальные авторы просто не обратили внимания. Перед подробным, буквально пофразным анализом мультфильма, я обязан сказать, что в целом между английской версией и русской есть два существенных отличия. Первое – это тот самый потерянный смысл и идеи Огвея, а также некоторые шутки и, что уж, акценты Джека Блэка, которые наш Михаил Галустян не повторил. Его акценты – это вообще отдельная тема. И второе отличие – это то, что По Галустяна использует куда больше, как бы это сказать, гиковский и молодежный сленг, чем По Джека Блэка, что создает большую разницу между этими адаптациями. Но обо всем этом мы поговорим очень подробно чуть позже. Мы будем идти почти по всем деталям, что я заметил, в хронологическом порядке, то есть от самого начала и до самого конца произведения. Конечно, мне пришлось упустить многие уж больно мелкие детали, что я заметил, в силу того, чтобы сильно не растягивать длительность этого ролика. Итак, сон По. Это одна из самых лучших и запоминающихся сцен в мультфильме. То, как он идет и рассказывает историю о легендарном воине кунг-фу, захватывает дух. И она отлично выполнена в русском дубляже, но не совсем. А все дело в тех самых акцентах Джека Блэка. Знаете, у меня уже образовалась привычка везде и всегда вставлять и проговаривать про себя начальную сцену Кунг-фу Панды. И я только недавно понял, что в первых двух предложениях присутствует явная тавтология. Легенда рассказывает о легендарном воине кунг-фу. О его мастерстве ходили легенды. В двух первых предложениях 3 раза фигурирует слово «легенда». И самое забавное, что в русском дубляже это практически незаметно. Но только послушайте, как это делает Джек Блэк. Legend tells of a legendary warrior, whose kung fu skills were the stuff of legend. Он делает очень сильный и в то же время рофильный акцент на этих же самых словах, из-за чего ты с первых же минут понимаешь, какого рода это будет мультфильм. И в принципе, на протяжении всей этой сцены Блэк Джек отыгрывает в примерно похожем стиле. Then he swallowed. And then he spoke. Enough talk.
Let's fight. He was so deadly, in fact, that his enemies would go blind from overexposure to pure awesomeness. В то время как Галустян будто бы просто читает какую-то летопись. Потом он проглотил еду, а потом и заговорил. Хватит разговоров, пора сражаться. Это неплохо, но из-за этого одна и та же сцена воспринимается совсем по-разному. Если же говорить об этом эпизоде именно под углом перевода, то тут тоже был упущен некоторый рофильный оттенок в русском дубляже. И если вы не знаете английский, то мне будет сложно вам это продемонстрировать, поэтому оставим это в стороне. Если будет интересно, можете и сами глянуть. В этой же самой сцене начинает проявляться то самое второе колоссальное отличие. Наши локализаторы начинают использовать тот самый сленг. Когда в английском говорят «audacity», то есть соединение слов «baldness» и «audacity», что перевести на русский нормально невозможно, переводчики используют следующие фразы. Ибо был он, ну вообще. Он просто улет. Батусуем. По-любому. И это очень показательно, ведь дальше этот сленг будет очень развиваться, чего нет в английском. По Джека Блэка чаще всего используют лишь одно слово awesome, в то время как наш По использует всякие слова по типу улетно, реально, ну вообще и так далее. К тому же слово awesome достаточно широко используемо в английском почти среди всех возрастов, тогда как словечки По на русском явно отсылают на его склонность к фанатизму. И ведь по факту По фанат. Он просто обычный гик, который по счастливой случайности оказывается воином дракона. Наши локализаторы заметили этот аспект и решили его развить. И в отсебятине, на самом деле, они не остановились. Во многих моментах они добавляют фразы, которых просто нет в мульте. Буквально, на английском в этих сценах ничего не говорят. Откройте ворота! Open the door! Нечестно! Кручу, верчу, обмануть! Тебя хочу! И эти моменты, хоть и не сильно, но все-таки раскрывают По. В сцене с тем, как По пытается попасть на церемонию в Нефритовом дворце, есть один ляп и недочет в переводе. Неистовая пятерка дерется с разными механизмами. И когда дело доходит до тигрицы, мастер Шифу говорит на русском. Такого вы еще никогда не видели. На что По кричит, мол, да знаю я. Поверьте мне, жители долины, такого вы еще никогда не видели! Да знаю я! И мне, как в детстве, так и сейчас, был не совсем понятен этот момент. Дело тут в корявом переводе. На английском Шифу говорит публике в переносном значении «You haven't seen anything yet». Вы еще ничего не видели. Believe me, citizens, you have not seen anything yet. I know! Этой фразой Шифу как бы подстрекает публику. Мол, все выступление меркнет в сравнении с тем, что будет сейчас. На что По в оригинале говорит I know, ведь он действительно еще ничего не видел. И это довольно забавный комедийный момент, но на русском это упущено. Передвигаемся дальше к шедевральному моменту с манекеном. Ничего не скажу против Джека Блэка, но в этой сцене Галустян выглядит как-то более красочно. Возможно, это просто для нашего русского уха. Ты кто такой, а? Че ты можешь-то? Ты никто, понял? Ты моего друга обидел. На тебя надвигается буря, атака бешеных лап. What you got? You got nothing, cause I got it right here. You picking on my friends? Get ready to feel the thunder. Come out with crazy feet. И тут мы подобрались к важнейшему моменту с мастером Огвеем, о котором мы, пожалуй, и будем говорить в ближайшие несколько минут. Мне очень нравится философия Огвея. Она настолько обширная, что заслуживает отдельного ролика. Его идеологию и фразы можно разбирать и разбирать. И это при том, что Огвея-то почти не было в мультфильме, лишь в паре моментов. Но самое здесь важное это то, что я полюбил его философию только после просмотра мульта в оригинале. На русском, увы, несмотря на очень хорошо проделанную работу наших ребят, Огвей не Огвей. В оригинальном произведении у него есть 5 основных идей, но по правде до русского зрителя дошло в более-менее хорошем виде лишь 2 концепции. Вот самая важная идея, которая в американском сегменте давно стала мемом и просто очень часто используется в интернете, но на русском о ней едва ли кто-то вспомнит. Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.
Конечно, те, кто знает английский, понимают, что тут идет игра слов. Угвей говорит, что вчера это уже история, то есть это прошло. Завтра, то есть будущее, это неизвестность, но сегодня это gift. Вот почему его называют present. Дело в том, что как gift, так и present могут переводиться как подарок или дар, а слово present также означает настоящее время. Выходит очень интересная игра слов, притом даже с рифмой. И я понимаю, что на русский это перевести, невозможно, но из-за этого теряется большая часть истории. Наш русский аналог какой-то очень туманный и, правда, непонятный, из-за чего ты даже не понимаешь, почему По делает такое удивленное лицо после этих слов черепахи. Далее Шифу прибегает к Угвею, предварительно узнав, что Тайлунг сбежал из тюрьмы. Он говорит ему, что у него есть очень плохие новости, на что Угвей отвечает: если переводить на русский, это будет что-то наподобие следующего. В мире есть просто новости. Не существует хороших или плохих новостей. Это очень большая идея, о которой в самом деле можно долго размышлять и дальше. Это философия, которая гласит, что все, что происходит в мире, само по себе нейтрально. Но только наши эмоции делают любое событие плохим или хорошим. И посмотрев этот момент на английском, ты сразу понимаешь всю его глубину, что опять же потеряно на русском. Новость есть новость, хорошая или плохая. И даже несмотря на все это, наши локализаторы смогли перевести очень интересно некоторые цитаты старой черепахи. Например, случайности не случайны. И вот здесь, мне кажется, эта цитата стала даже популярнее на русском, чем на английском. Хоть и я думаю, что большинство людей не задумываются о ней всерьез. А зря. Когда неистовая пятерка и Шифу находят По в стойке, в которой он застрял, Журавль помогает панде выбраться. Затем По его благодарит, на что мастер Журавль говорит «Don't mention it», что аналогично фразе «не за что» или, если дословно, «не упоминай об этом». Но потом он продолжает и добавляет «ever», как бы подчеркивая буквальный смысл слов, которые он только что сказал. Thank you. Don't mention it. No, really, I appreciate Ever. И здесь ребята на русском справились просто шикарно, только послушайте. Выручил. И не говори. Нет, правда, я очень признателен. Никому. Я не знаю, как можно было лучше локализировать эту игру слов. После того, как Шифу избивает По, тот начинает падать с лестницы. Затем неистовая пятерка подходит посмотреть на это. На русском Гадюка и Богомол говорят следующее. Он не желает бросать, да? Бросать, катиться вниз по лестнице. И я никогда не понимал здесь прикола. Богомол сказал просто какую-то чушь. Посмотрев оригинал, все становится понятным. He's not gonna quit, is he? He's not gonna quit bouncing, tell you that. Богомол в оригинале говорит «He's not gonna quit bouncing». Таким образом, отвечая гадюке, мол, не знаю, бросит он или нет, но он точно не бросит или же не перестанет падать, рикошетить и так далее. Возможно, здесь он ссылается исключительно на конкретный момент, но вполне может быть, он этой шуткой говорит, мол, может По не бросит это дело, но при этом будет постоянно падать, проигрывать и так далее, будто у него просто ничего не будет получаться. Есть над чем подумать. Далее, очень интересный момент, который опять же был упущен нашими локализаторами. Когда По приготовил суп и всем он понравился, неистовая пятерка начинает его хвалить, на что он говорит. Вам бы попробовать папин секретный ингредиентный суп. Он знает секретный ингредиент. You should try my dad's secret ingredient soup. He actually knows the secret ingredient. И тут мы опять переходим к тем самым акцентам и интонациям Джека Блэка. Раньше я никогда не замечал, чем этот момент так примечателен. Вроде бы ничего такого. На русском действительно кажется, что ничего и нет. Но в оригинале Джек Блэк интонацией пытается сказать нам, что в этот самый момент По подумал о своем отце. Когда он говорит словосочетание secret ingredient, он вспоминает все, что происходило вчера, и то, как он бросил отца. Даже выражение его лица это показывает. Он вспоминает, как поступил с своим отцом, и что он до сих пор с ним не в ладах. И на самом деле, это достаточно драматичный момент. Хотя, смотря на нашу адаптацию, так не кажется. Следующая сцена обладает большим количеством моментов, на которых я хочу сделать акцент. Это очень сильный и эмоциональный момент. Когда По узнает, что Тайлунг сбежал из тюрьмы, он начинает убегать.
Затем Шифу его догоняет и говорит, что воин не бросает начатое. Воин не бросит начатое. А я брошу. A real warrior never quits. Watch me! На английском после этих слов он изрекает «watch me», как бы говоря, что хоть он и воин, но все равно бросит. Он как бы бросает вызов Шифу, в то время как на русском на эту фразу Шифу По говорит «а я брошу», что в этом контексте означает, мол, панда говорит, что он не воин, поэтому и бросит. Забавно, но один и тот же эпизод говорит о разных вещах. В этом же моменте По, после того, как его остановил Шифу, говорит: Come on! How am I supposed to beat Tai Lung? I can't even beat you to the stairs! Если перевести на русский, он говорит: как я могу остановить Тайлунга, если я даже не могу пройти до лестницы через тебя, Шифу? Как бы ссылаясь на конкретный момент. На русском же он просто изрекает, что не добежит до лестницы. Ну что, как я могу победить Тайлунга? Я даже до лестницы не добегу. Мол, он ссылается на то, что не может добежать до какой-то лестницы. Что лично мне не совсем понятно. Фраза будто где-то витает в воздухе и ни на чем не основана. Ну, и хочется отметить, как здесь здорово отыграл Галустян. Неужели вы сделали из этого воина-дракона? Как? Как? На английском Блэк не ставит акцент на этом «как», из-за чего два варианта кажутся очень разными. Далее, в моменте, когда Тайлунг впервые встречает По, он говорит ему: Ну и что ты сделаешь, здоровяк? Плюхнешься на меня? Не подкалывай. What are you gonna do, big guy? Sit on me? Don't tempt me. На английском на эту фразу Тайлунга По отвечает ему, мол, не искушай меня, я ведь и вправду могу на тебя плюхнуться. На русском же он просто говорит: не подкалывай меня. Опять потерянный смысл. Ну и напоследок покажу вам непереводимую фразу По в самом конце. Да, я большая и жирная панда, но только не совсем обычная панда. I'm not a big fat panda. I'm the big fat panda. На английском По играется с артиклями. Да, наши любимые артикли. Когда он говорит эту фразу, то имеет в виду то, что он не просто какая-то там большая толстая панда. Он это самая особенная большая толстая панда. Этим the он подчеркивает, что он один в своем роде. На русский это просто не перевести. Ну, и следует сказать, что песня из конечной заставки, в которой поется «Мастерами кунг-фу не рождаются, а становятся», на английском, как оказалось, вообще не об этом, что забавно. Но песня на русском классная. Обе версии мультфильма очень хороши. Посмотрев одну версию, ты воспринимаешь картину по одному, посмотрев другую, несколько иначе. Это неплохо, ведь в тех моментах, когда английская озвучка проседает, русская берет бразды правления в свои руки. И хоть могло показаться, что это видео в основном это ляпы русского дубляжа и перевода, но на самом деле это не так. Я очень люблю как оригинал, так и русскую адаптацию, каждая из них по-своему хороша. Хотя я и думаю, что наша локализация всегда будет занимать для меня куда большее место, чем американская оригинальная. То, как наши актеры озвучки внедряют такой простой сленговый язык, очень приятно и здорово для восприятия. Все эти крики и вздохи Галустяна — это шикарно. А употребление слова «реально» от мастера Огуэя я, наверное, не забуду никогда. Реально. Это видео лишь попытка ввести на канал новую рубрику, которая на самом деле уже была однажды. Я делал подобный ролик про Каролину, но пока что она не закрепилась. Поэтому, если желаете видеть такого рода видео и дальше, то обязательно поддерживайте данное видео всякими лайками, комментариями, репостами и так далее. Посмотрим, как пойдет. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся.